Приступаем к морковке. Вяжем в кольцо амигуруми 8 столбиков без накида. Второй ряд. Провязываем 8 прибавок. В конце ряда у нас 16 столбиков без накида. Третий ряд. В третьем ряду мы с вами провязываем столбик без накида, прибавка. И в конце ряда у нас будет 24 столбика. Довязали третий ряд до конца. Делаем соединительный столбик и обрезаем ниточку. Это у нас такая будет небольшая заглушка, мы ее потом будем использовать. Вот такой круг. Теперь приступаем к самой морковке. В кольцо амигуруми провязываем 6 столбиков без накида. Переходим ко второму ряду. Вяжем 6 прибавочек. В конце ряда у нас 12 столбиков без накида. Довязываем этот ряд и следующий третий ряд мы вяжем 12 столбиков без накида. Четвертый ряд. Вяжем столбик без накида, 1 прибавочка. В конце ряда у нас 18 столбиков. Пятый ряд. Вяжем 18 столбиков без накида, без изменений. Шестой ряд. Вяжем столбик без накида, прибавка, столбик без накида. И так 6 раз. В конце ряда у нас 24 столбика. Довязываем этот ряд. И следующий, 7-й ряд, мы вяжем 24 столбика без накида, без изменений. Переходим к 8-му ряду. И здесь мы с вами будем соединять вот эту вот стеночку, которую мы с вами связали,
вместе с нашей морковкой. То есть будем прихватывать за одну и вторую часть. Так. И провязываем 24 столбика. Когда будем приближаться к окончанию ряда, добавляем вовнутрь холофайбер. Вот смотрите, почти довязала ряд. Теперь заполняю туда холофайбер. Вот я добавила холофайбер. Видите, теперь такая морковка тут плотная. И до конца ряда довязываю, соединяя все это вместе. И теперь следующий. 9-й ряд мы провязываем 20 столбиков без накида. Довязали 14 ряд. Теперь провязываем 15. Воздушная петля, поворот. Провязываем 20 столбиков, как и в предыдущих рядах. Это мы всю морковку делаем. Ну, игрушка такая интересная. Это у нас уже крайний ряд. Сейчас будем замыкать, все закрывать. Так, довязываем 20 столбиков без накида. И затем набираем 4 воздушные петли и присоединяемся. Сейчас, секундочку, я дойду, а то забегаю вперед. Вот мы довязали 20 столбиков без накида. И теперь нам надо соединить вот эти две части. Так, довязали мы с вами 15 ряд 20 столбиков. И дальше провязываем 4 воздушные петли. И теперь мы соединяем вот эти две части. И вяжем дальше. А дальше это у нас уже будет 16 ряд. Мы будем с вами провязывать столбик без накида. Вот я уже считаю столбик без накида. Убавка, столбик без накида. В конце ряда у нас будет 18 столбиков. Убавка. И так дальше. И не прекращаем делать убавочки даже по нашей цепочке. Вот их как раз у нас 4. Здесь, конечно,
немного. Такой в пушистой цепочке найти звенья. Так вот, столбик без накида. Убавочка сейчас. Так, убавочка. И столбик без накида. Сейчас. Сейчас я его сделаю. Знаете, еще бывают такие крючки острые. Они хорошо заходят. У меня, видите, такой тупая головка. Ну, зато сам по себе мне он комфортный. И столбик без накида. Конец ряда. Здесь я даже маркер не ставила. Оно видно сразу. Так, и теперь следующий 17 ряд мы провязываем столбик без накида, убавка. В конце ряда у нас будет 12 столбиков. Вот она, крайняя убавочка в этом ряду. Вот так у нас получилось. Тут уже такое, в принципе, окончание. А следующий ряд я провяжу буквально 4 убавочки. Прямо подряд. Я уже тут и не считаю, и ниточку. Маркер не ставлю, ничего тут считать. Тут и так все видно. 4 или 3 можно. Вот смотрите, одна убавочка. Вторая убавочка. И третья убавочка. У нас уже небольшое отверстие, поэтому я здесь обрезаю ниточку и буду стягивать кольцо. Причем, да. И все, и колечко я затягиваю, как обычно. Как-то такое впечатление, что темновато у меня. И вот смотрите, вот такая у нас морковка. Прям как тапочек какой-то. Морковка, ракета или подводная лодка. Не знаю, кому как нравится. Такая она у нас получилась. И сюда уже садится наш зайка. Нам нужно с вами еще добавить немного зелени и обвязать краешек. Краешек я буду проходить соединительными столбиками, такой косичкой по краю. Вы, если хотите поднять немного вверх, то можете связать и столбиками без накида. Я по краю просто соединительными столбиками.
У нас получится такая, она немного выровняет, вытянет. И будет такой более аккуратный край. Видите, вот такой краешек получается. И так обходим по кругу. Все, крайнюю я закрою такой непрерывной косичкой. Вы уже знаете, как это делается. Можно иголкой, можно крючком. Все, и прячем ниточки. Возьму потоньше крючок. И вот это начальное. Можете завязывать узелок, можете просто протягивать, попрятать. Главное украшение морковки, кроме зайца, что? Листья. У меня было два варианта, решила сделать вот такой вот, посветлее. Приступаем к листикам. Набираем в кольцо амигуруми, но так как у нас плюшевая пряжа, у нас кольца амигуруми нету, вместо этого я делаю вот петельку. Набираем 7 воздушных петель. В третью, вернее даже с третьей, отсчитываем вот. Дальше с третьей мы вяжем 3 столбика с накидом. И 2 столбика без накида. И 2 полустолбика с накидом. И теперь вот в первую вот эту петелечку, которую я сделала вместо кольца, провязываем соединительный столбик. Вот такой листочек. Провязываем снова 7 воздушных петель. В третью вяжем 3 столбика с накидом, вернее с третьей, по цепочке. 1, 2, 3. И дальше 2 полустолбика с накидом. И соединительный столбик. И так мы провязываем 5 раз. То есть 1, 2, еще 3. 1. 7 воздушных петель. Три столбика с накидом. И 2 полустолбика с накидом.
соединительный столбик. 2 крайних довязывайте сами. Вот я довязала 5 листочков, соединительный столбик крайний, и оставляю ниточку такую, чтобы можно было пришить нашу прекрасную зелень к нашей морковке. Все вытягиваю на эту сторону. Вот такой хвостик. Пришиваем его к морковке. Закончили нашу морковку. Такой хвостик. И теперь нам нужно сделать украшение для зайки. И такую мини-морковку маленькую. Я для нее взяла крючок потоньше. Вы можете оставаться с тем же крючком, но тогда морковка будет немножко больше. Набираем 6 столбиков без накида. Я ставлю маркер. И второй ряд мы вяжем также 6 столбиков без накида. Можно, конечно, морковку еще сделать из более тонкой пряжи, из зерна джинса. Ну, это если у вас есть. Мы, в принципе, исходим из того, из чего мы вязали. Так. Конечно, такой толстой пушистой пряжей сложно связать какую-то миниатюрную штучку. Так. И вот сейчас еще один. Угу. Так, теперь бы его вывернуть немножко. Так. Теперь мы провязываем третий ряд. В третьем ряду мы будем вязать столбик без накида, 1 прибавочка. В конце ряда у нас будет 4, ой, в конце ряда у нас будет 9 столбиков. 1 прибавочка. Все так выкручивается. Сейчас станет на место. 1 прибавочка. 1 прибавочка. И следующий 4-й ряд мы провязываем 9 столбиков без накида. Так, такая вот она, немножечко, конечно, пузатая. Кончик, ну, морковки бывают разные, поэтому у нас она такая. Этот кончик я прячу в середочку. Так, спрятали в середочку. И теперь мы просто стянем здесь колечко. Я обрезаю нитку. Это мы убираем.
Конечно, по этой схемке морковка, которая из зерна джинса, она такая более миниатюрная, более изящная. Как на моем втором зайке. Ну, это будет тоже довольно-таки интересно. Вот так вот стягиваем. Если она слишком у вас пустая, можно добавить немного холофайбера. У меня там спрятался кончик. Я не буду, не буду добавлять холофайбер. Вполне достаточно плотности. О, все, уже запуталась. Все. Морковка у меня готова. Ой, сколько пуха. Это я обрезаю. Вам не понадобится. А этот кончик мы спрячем. Вот такая. Листочки для этой морковки я тоже буду вязать более маленьким. У меня 2,25, но вы можете взять 2,5, 3. А там смотрите сами. Можно, можно, конечно, связать и 3,5. Так. А значит, мы набираем 3 воздушные петли. И со второй мы вяжем 2 столбика без накида. И в начало соединительный столбик. 3 воздушные петли. 2 столбика без накида. И соединительный столбик в основании. Здесь, мне кажется, вполне достаточно 3 листочков. Я оставлю так. И оставляем нитку. Но пришить здесь, конечно, будет сложно этой ниткой, поэтому можно потом просто взять, пришить отдельно хэбэшный какой-нибудь. Либо приклеить. Ну, для детей я не советую клеить. Я люблю все пришивать деткам. Смотрите, вот такие листочки у нас получились. И теперь мы их пришиваем к морковке. Самостоятельно. Ну, как вам морковка? Замечательная, правда? Такая маленькая, миленькая. И все, теперь эту морковку нам с вами надо пришить вот сюда. Украсить нашего зайку. Ну, так некрасиво, да? Лучше, когда зелень сверху. Пришиваем. Вот он наш зайчишка такой нарядный. И мы его сажаем в морковку и отправляем в путешествие. Смотрите, какая прелесть. Я думаю, детворе такая игрушка точно понравится. Яркая, веселая, забавная. Зайка с такими ушками. И можно игрушку доставать и опять садить. Смотрите, какая прелесть. Хочется немного украсить шею зайки, поэтому я возьму зелененькую вот эту вот нашу пряжу. Это не обязательно. Чуть-чуть ее обжечь с двух сторон, чтобы не сыпалась. И завязать бантик.
Повеселее, да? Вот так вот. Можно чуть покороче сделать, да, наверное? Сейчас сделаю, наверное, покороче. Не рассчитала. Вот так. Вот красота. Теперь смело сажаем. И бантик выглядывает. Вот такая игрушка. Я думаю, детворе точно должна понравиться. Напишите в комментариях, понравился ли вам мастер-класс, понравился ли вам этот замечательный зайка с такой морковкой. И что это, как вы думаете, больше ракета или какая-то подводная лодка? Лодочка, да, наверное, больше? Лодочка. Зайка с лодочкой. Мы поплыли.